Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня видео о косметических пустых баночках. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. По традиции, конечно, будут попадаться не только косметические пустышки, но и бытовая химия, но это не так-то много. В общем, давайте приступим. Начну я с жидкого хозяйственного мыла. Объем, наверное, 500 мл может быть, может меньше. Clean Room. Покупала в Питере в магазине Семишагов за 44 рубля. Наверное, 44 с копейками, как обычно. Мне это мыло понравилось. Я таким пользуюсь в Питере. И вот в Москву взяла упаковочку. Очень хорошая, выгодная цена. Мыло вообще классное. Использовала для мытья посуды. Просто отлично все отмывает. Вот кусковое мыло хозяйственное, мне не нравится, как оно отмывает посуду. Мне кажется, что посуда жирная, хотя вообще я обычно ничего не жарю, у меня нет особо жирной посуды. Но даже банальная кружка, мне кажется, что становится какой-то жирной. Но вот это мыло отмывает все просто супер. А по запаху там есть нотка хозяйственного мыла, но она такая неяркая, потому что там еще присутствует отдушка. И вот как по мне, она хорошая, приятная, но я как-то даже к ней прям уже привыкла. Не знаю, очень нравится, но подозреваю, что кому-то может не понравиться. Но меня полностью устраивает и по цене, и по качеству, и по объему, по всему. Это я просто уже водичку наливала, если вдруг я не сказала. Вот, а так, в принципе, мыло жидкое, но не как вода. Дальше. Эту пустышку я показываю уже не первый раз, долго говорить не буду. Это краска от Faberlic, оттенок 7.4. Пользуюсь много лет, наверное, года с 2015, когда еще там называлась краса, а может и пораньше. Я не помню, когда я в Faberlic зарегистрировалась. Мне данная краска подходит, но я знаю, что все зависит от оттенка. Бывают оттенки, которые на удивление портит волосы. Вот. Но это не про данный цвет. Также у меня мама была очень довольна черным оттенком, это 1.0. Поэтому я очень довольна, краска равномерно с волос сползает, поэтому не приходится там кончики подкрашивать и так далее, что-нибудь в этом роде. Дальше я тут, когда порядок наводила, от Faberlic Storia de Amor, влажные салфетки для интимной гигиены, 15 штук. Но тут они уже то, что оставалось, засохли, я их просто как салфетки использовала. Но, насколько я помню, они довольно приятно пахли, были действительно хорошие, приятные в использовании. Не одна у нас была такая упаковочка. В общем, решила показать. Сейчас, наверное, какое-то другое оформление. Так, это я чуть позже покажу, что у меня еще-то есть. Тут будет у меня всякое. Да, на 23 февраля мужу подарила вот такой аромат Султан. Это Аль Рехаб, 6 мл, масляные духи. У них 16 или 18 часов стойкость, особенно на одежде. Они реально стойкие. Я себе когда-то покупала аромат Сандра. Вообще, вот куда бы я ни пришла, все обращали внимание на этот аромат, восхищались. Потом я себе купила и сейчас доиспользую Choco Mask. Шоколадкой пахнет очень классно. Тоже прям такой вкусненький аромат, но Сандра, конечно, вообще восторг. И решила мужу подарить, потому что стойкие, маленькая упаковочка, удобно с собой носить. И тоже стойкие. Там бергамот. Сейчас, наверное, все ноты не вспомню. Здесь они, кажется, не написаны. Но бергамот есть. Точно. Корица есть, насколько я припоминаю. В общем, аромат очень классный, приятный. И, главное, стойкий. Знаете, такие стеклянные бутыльки с шариком. Весьма достойные. Следующее. От Faberlic из серии Beauty Cafe крем-мыло для рук штрудель с мороженым в объеме 300 мл.
Потрясающий аромат. Я из этой серии очень люблю жидкое мыло, гель для душа. Но мне не понравился, я выбросила лосьон для тела, потому что, ну, больше я не придумала, куда можно использовать, а по прямому назначению это было невыносимо, пахло просто, точнее, воняло какими-то грязными носками, честно говоря. Вот у геля и у мыла аромат просто потрясающий. Кстати, вот тоже Андрей сказал, что типа то ли молочный какой-то аромат, то ли еще что-то, но он классный. На самом деле, прям очень вкусный. И ну, у меня действительно ассоциация со штруделем. Ну а по качеству, так и мыло, и гели от Faberlic, они славятся своим качеством, поэтому тут особо долго даже говорить не приходится. Выбрасываю вот такую упаковочку. Это тушь, я ее заказывала для ресниц от, ну, в общем, на Валберес. Миллион Паулин, как-то так называется. Так, 10 грамм. Стоило какие-то копейки. Я купила, потому что были хорошие отзывы. Цена была 86 рублей, кажется. Ну, я подумала, что если даже не понравится, будет не так обидно. Я обычно покупаю тушь Faberlic. У меня были большие запасы, они подошли к концу, и я подумала, что, ну, делать заказ, вот прям краска пока еще есть. Я подумала, что есть смысл подождать, когда много чего потребуется, и уже тогда разом заказать. Ну вот, и попробовала, и, знаете, я в полном восторге, потому что тушь, ну, у нее силиконовая, конечно, кисточка. Я не скажу, что она очень удобная, бывают поудобнее на самом деле, но она даже в один слой ресницы удлиняет, но если 2-3 слоя дать, то ресницы просто очень такие длинные становятся, и при этом реснички не склеиваются, никаких там паучьих лапок нет, ничего подобного, прям очень здорово. И я попадала в очень сильный снегопад, прям в очень сильный. Я вон в лифте потом вошла, посмотрела, у меня все ресницы мокрые были, но я дотронулась, и руки чистые. То есть, хотя она не считается водостойкой, она самая обычная тушь, но вот это все выдерживает. А смывается, знаете, на ванной видны такие, как получается, силиконовые реснички, как будто она как вот какая-то пленочка смывается. Иногда, да, приходится 2 раза смывать, но, как правило, с первого раза нормально. Для меня никаких напрягов нет, честно говоря. Единственное, когда она меня подвела, это я вам сейчас скажу. Дело в том, что я зимой хожу, ну, у меня есть 2 шапки, одна обычная шапка, а вторая шапка, ну, вы, наверное, видели во влогах, на фотках, ну, такая, знаете, с ушками, ну, как, типа мишки, и намордник, вот, такой, ну, типа маски. И вот, когда я ходила с обычной шапкой, то неважно, снег, дождь, вообще непогода, тушь меня не подводила. А когда я носила шапку вот эту вот с намордником, я помню, тоже мы много гуляли, попали под снегопад, и у меня немножко вот эти как силиконовые, ну, в общем, тушь в виде таких силиконовых ресничек, ну так, на коже оказалась. Но ее можно, вот если, знаете, так пальцем не растирать сильно, а вот, знаете, так ногтем раз, и как бы ничего не размазывается. Но вот был такой косяк, но это я поняла, почему произошло, потому что вот в этом наморднике его практически невозможно сдвинуть, и, видимо, вот дышишь, пар идет, и вот в сочетании там снег плюс вот этот пар, и да, может подвести. Но такие шапки-шлем кто носит, поэтому если у вас обычный головной убор, то можете смело пользоваться. Дальше. Крем «Знахарь» с экстрактом женьшеня, вот такой вот закончился, 40 мл. Ну, я часто показываю в пустышках,
часто показываю в уходе на месяц. Я думала, у меня этот крем закончился, а оказалось, вот еще нашлась в запасиках. Один тюбик нашелся, чему я очень оказалась рада. Классный крем. У меня он никаких проблем не вызывает. Стоил в Ашане какие-то копейки. Сейчас его в Ашане не купишь. Наверное, можно где-то еще приобрести. Но я не знаю, буду я его искать или нет. Как бы можно чем-то другим заменить. Но мне крем понравился. Кожа абсолютно точно не стала хуже. Да, она не стала лучше, но хуже тоже не стала. Вот, хотя я знаю, что у кого-то этот крем вызывает проблемы, так что, ну, как бы тут уже на ваш страх и риск, если вы найдете. Но меня полностью устраивает. Также, да, и, кстати говоря, мне эта тушь настолько понравилась, что я посоветовала подружке. Подружка тоже в полном восторге от нее оказалась. И я заказала себе в запас одну. И там ценник даже опустился, 73, кажется, рубля. Так что у меня есть в запасе. И также мне попался вот такой консилер, тоже на Wildberries, за 60, кажется, или 61, или 63 рубля. Поскольку отзывы были хорошие, я его взяла. Сначала, честно говоря, вот в первый момент что-то мне как-то не понравилось. Но я его довольно быстро распробовала. Вообще не могу сказать, что у меня какой-то большой опыт использования консилера. У меня есть еще от Финель. Вот он мне не очень понравился. И почему я заказала второй? Потому что я как раз хотела, чтобы вот это была кисточка, как у блесков для губ. Мне так удобнее. А тот вот выкручивается. Ну и, в общем, он по качеству лучше. Действительно, как-то взгляд посвежее, вот, очень неплохой, так что я соглашусь именно с хорошими отзывами. И, в принципе, могла бы посоветовать. Он стоит недорого, но для своей цены, тем более, весьма достойный продукт. А дальше закончилось мыло для интимного ухода от марки «Каждый день». 250 миллилитров, стоит очень дешево. Ну, сейчас, наверное, 40 с чем-то рублей. Этот бутылек я за 30 чем-то покупала. И, к сожалению, сейчас, ну, качество-то такое же осталось, а вот отдушка изменилась. Потому что вот это еще старая версия из моих запасов. Аромат, знаете, он такой яркий, концентрированный, а когда вот, ну, в соприкосновении с водой, он вообще какой-то потрясающий становится, невероятный. Жаль, что сейчас отдушка изменилась, ну ладно, все равно пользуюсь. От Palmolive гель для душа закончился. Гурме Спа кокосовое молочко в объеме 250 миллилитров. Это мне дарила Оксана. Привет тебе, огромное спасибо. И ссылка на канал Оксаны всегда в конечной заставке. Классный гель, во-первых, очень хороший по качеству, хорошо пенится, его нужно, в общем-то, немного, кожу не сушит, хорошо очищает. И очень приятный аромат. Единственное, что это не чистый кокос, для меня это, знаете, какой-то карамельный аромат, но очень-очень приятный. Есть кокосовая нотка, но она такая вот конфетная. С удовольствием пользовалась, спасибо огромное. Дальше. Сос-крем от Faberlic для активных людей в объеме 75 миллилитров. Ну, раньше я вообще очень часто показывала в заказах Faberlic, когда я их ежемесячно делала. Постоянно показывала и в уходе на месяц, и в пустышках. Этот крем, как, в общем-то, и заявлено в каталоге, он не от травматических болей, он именно от усталости. Когда находились много, там, знаете, погуляли, где-то ноги устали, пришли, намазали. Аромат очень такой приятный достаточно, но он, конечно, не парфюмированный, понятное дело, что это все-таки крем, так или иначе, да, но он не щипит, знаете, глаза и так далее, потому что бывает, знаете, аж, ну, как-то глаза начинают слезиться от всяких таких ароматов. Здесь такого нет, он довольно приятный. Мажете ноги, я не скажу, что он охлаждает или согревает, но реально усталость проходит. Поэтому я много раз приобретала. Возможно, если он еще есть в каталоге, при случае я его приобрету. Потому что достойный продукт. Вот и эту баночку я, тюбик доиспользовала.
И уже тут последнее вымазала уже на мужа, потому что мы что-то находились, не знаю, как-то он. Он тоже, как и я, много любит ходить, но вот что-то устал. И, кстати говоря, у него болела спина. Там и массажи делал, и все такое. И у меня из этой серии есть еще крем с термоэффектом. Вот он уже от травматических болей, все такое. И я ему 2 дня мазала. Вот я ему первый раз намазала, он прям, говорит, сразу так согревать стало. Ну, правда, вот там жуткий аромат, он прям, ну, всякими травами, но аж глаза слезятся. Так вот, на утро Андрей встал и сказал, что ему гораздо легче. Я ему еще помазала спину. В общем, тоже вот мазь с термоэффектом я тоже могу советовать. Хорошая, достойная. Следующее, что закончилось, но мазь с термоэффектом я только раз покупала, и она еще есть. То есть редко пользуюсь, ну, потому что не всегда есть необходимость, и, во-вторых, все-таки запах. То есть, если, например, я там вечером намажусь, я просто люблю вечером душ принимать, а не утром. Но если этой мазью вечером воспользоваться, вот поверьте, утром придется мыться. Вот 100%. Как всегда, от особой серии пенка для умывания, мятный мусс закончилась у меня. 155 грамм. Раньше я в чистом виде использовала, но, вы знаете, немножечко так как-то бывает на глаза действует. Ну, не то, что щипет, ну, по-разному, короче. А я стала, у меня закончилось, там мне Оксана дарила жидкое мыло, и там помпа, которая пенку добывает, скажем так. И я вот немножко туда этого средства и водички. Получается пенка, и по качеству ничем не хуже. Ну и аромат классный. У меня еще в запасе несколько бутыльков сейчас в использовании. Так что вот так. Дальше, я когда тут наводила порядок, увидела вот эту бутылочку, такую вот из Fix Price, тут такая балеринка нарисованная, это написано, что дезодорант для ног и тела с наночастицами серебра. На самом деле это не дезодорант, это типа такой классный антисептик. Вот, например, если какая-то есть царапинка, не сильная, побрызгать, то на следующий день этой царапины уже не будет. И вообще просто уникальное средство. Потом они изменили упаковку, там уже просто были изображены ноги какие-то розово-фиолетовые, что ли. Вот. Но это было то же самое средство. Короче говоря, уже нет давно Fix Price. Ну, я какое-то время бутылек хранила. В общем, теперь выбрасываю. Следующее, что у меня закончилось, это тушь от Faberlic Fly Lashes. Она у меня была не первый раз, она мне очень нравится. Тушь не водостойкая, но при этом вот и снег, и дождь все выдерживает, никаких проблем нет. При этом смывается легко с первого раза, просто восторг. Кисточка здесь не силиконовая, такая пушистенькая, довольно-таки удобная. И в свое время я один раз ее купила, попробовала, мне понравилось, и я тогда сделала запасы. И, по-моему, она у меня сейчас еще... Да, вот, попала в пустышки сразу 2. Мне обычно каждого, так сказать, тюбика, флакончика, не знаю, как это назвать, хватает на полгода примерно. Вот. И вторая тушь, которая тоже от Faberlic, Maxi Style, это тоже вот то, что я в Faberlic очень-очень люблю. Здесь уже кисточка силиконовая. Я тогда и у Кати Путяковой видела в обзоре. Тоже достаточно удобная. И та, и другая тушь, она как бы и удлиняет, и не склеивает, паучьих лапок не делает. Также она не водостойкая, но при этом и дождь, и снег выдерживает, никогда не подводит, эффекта панды не бывает. И при этом смывается с первого раза вот самыми обычными умывашками, вот типа таких. Никаких проблем нет. Поэтому, в принципе,
когда буду делать заказ, может, я их еще закажу. Хотя, конечно, с другой стороны, сейчас я для себя вот эту открыла тушь. Ну, посмотрим. Просто хочется сейчас что-то новое пробовать. Ну, хотя бы иногда, знаете. Ну, а так очень достойные варианты. Не знаю, может быть, я, когда буду делать заказ, ну, допустим, закажу как раз хотя бы под ту шапку. Вот. Дальше мне моя ученица Юля отдала 3 крема из Fix Price. Она просто себе покупала для рук крем. Так, сейчас я вам покажу такую разрезанную упаковочку. Вот, она покупала с кокосом и с авокадо. Но у нее возникла аллергия, поэтому это, кстати, Евролайн. Вот, и объем 140 миллилитров. И она мне сказала, что, говорит, вот купила 3 тюбика, теперь не знаю, куда девать, потому что у меня аллергия, вдруг у кого тоже будет, типа неудобно. Но у них, правда, в подъезде есть такой на 1-м этаже столик, куда они ставят то, что им не нужно, и там можно взять то, что нужно, короче. Вот. Но я ей говорю, слушай, у меня обычно аллергии нет на косметику, ну, приноси, я попробую. И она мне подарила. И вот у меня никакой аллергии не было. Я использовала, конечно, как крем для тела, потому что для рук для меня очень много, слишком большой объем, и это скорее испортится, чем я использую, тем более 3 тюбика. Поэтому я использовала в качестве крема для тела. Отлично подходит. Ну, вообще я могу, у меня кожа не жирная, не сухая, в принципе, вообще могу без крема обходиться, но мне было приятно им пользоваться, и настолько понравилось. Вот по аромату, прям такой, знаете, натуральный ореховый аромат. Это не кокосовая даже стружка. Я разрезала, оказалось, что вот очень много еще было крема, то есть он уже не выдавливался, а так вот и здесь вот было раза на 3, на 4 на самом деле. А следующее, что у меня закончилось и снова было поставлено в использование. Так, извините, что я прям шуршу, а у меня тут рядом микрофон. Так, это от Faberlic. Everstrong бальзам флюид для секущихся кончиков волос, масло мамлы. Ну, это тоже моя такая любимка. Я постоянно и заказывала, и в пустышках, и в уходе показываю. Здесь 15 миллилитров. И хватает мне очень надолго. Вот, кстати, не могла выдавить. Ну, ладно. Сейчас на волосы нанесу. Но вот это, конечно, не очень хорошо. Спецэффекты. Ну, ладно, я сейчас закончу видео, протру, все, ничего страшного. Кстати, впервые у меня вот здесь вот носик отломался. Вот. Ну, и я доиспользовала, мне показалось, что тут уже ничего нет, и я достала новую упаковочку. Мне хватает где-то, наверное, на полгода примерно, потому что наношу я именно на кончики. Там буквально небольшая горошинка нужна, чтобы хорошо распределить, потому что, знаете, ощущение такое силиконистое, что ли, или масляное, не знаю. Но небольшой горошинки прям хватает нанести полностью на все кончики, скажем так. Следующее, что закончилось, вообще на редкость как-то много всего тут. Ага, когда убиралась, нашла вот такие вот ватные палочки для детей. Не знаю, когда-то приобрела, но они, вы знаете, такой формы, такие достаточно такие объемные. Ну, в итоге доиспользовала. Нормально. Ну, конечно, повторять не буду, это точно. Наверное, это только для детей актуально. Положила в использование от Faberlic из серии Ля Крем мыло увлажняющее, ну, вот с ароматом кокоса. Ну, аромат не, хоть и приятный, но не яркий. По качеству мыла, ну, оно вроде бы не трескается, не раскисает, что уже хорошо, значит, как бы все с технологией хорошо. Вот. Ну, хотелось бы более яркого аромата. Ну, а так что, очищает нормально, пенится умеренно. Следующее, это дезодорант у меня, как всегда, закончился, Adidas.
Но больше всего мне нравится и подходит Get Ready, но этот тоже классный. Он защищает и от запаха, и от пота, привыкания не вызывает. Потрясающий дезодорант. Что еще тут можно сказать? Так, тоже убиралась, нашла от ушастика, осталось очередные трусики. Я ему для хвоста отверстие проделывала, и, в общем, когда он болел, я, в общем, да, пользовался он. Мне подружка отдавала. Ну, потом, когда уже, слава богу, ему не пригодилось, я только когда уезжала, парочку их так оставляла, вот, чтобы мало ли что. Так, дальше. Когда-то мне на обзор, что ли, присылали вот киви, как она, губка для обуви. Но вы знаете, она была абсолютно сухая, поэтому я не смогла ее оценить. Вот. Как-то так получилось. Ну, я не помню, короче, она мне бесплатно досталась, именно вот как-то мне присылали. Так, значит, что у нас тут? Маска, вот такая вот. Это, ну, корейская маска, производитель. Кто у нас производитель? Консли, по-моему. Это Четмил, типа после обжорства, грубо говоря. Ну, маски от этого производителя весьма посредственные. Упаковка красивая, в общем. Ну, попользовалась, да и забыла, честно говоря. От марки «Каждый день» пищевую пленку тут покупала. Стоит дешево, качество нормальное, никаких претензий нет. От марки «Каждый день» также ватные палочки, 100 штук. Также стоили, по крайней мере, раньше очень дешево, качество вполне достойное. То же самое могу сказать про платочки бумажные. Вот сейчас надо будет их приобрести. Мужу в дорогу последние отдала как раз. Я их использую по прямому назначению, но, кстати, довольно редко. А в основном вот у меня тут для раскрашивания сухую пастель, как бы. Растирать бальзам бархатные губки. Я такой себе покупала, но вот этот с малинкой мне Диана дарила. Привет тебе, огромное спасибо, моя ученица. Вот. И очень приятный аромат, действительно пахнет так натурально, малинкой. Хорошо ухаживает за губами, мне нравится. Так что могу советовать. Но, в принципе, я думаю, многие знают, что весьма достойно. Так, ну и вот это бумажные платочки, упаковка. Там сколько их было? 10 вот таких вот маленьких упаковочек. Надолго хватило. Так, следующее. Вот тут вот как раз перцовый пластырь. Ну вот, я не помню, вот этот вот. Не, но он мне в любом случае помог. Ну да. Не, ну то, что помог, это точно. Я же сюда еще положила вот такие большие пакетики для заваривания чая из Fix Price. Тоже, кстати, очень-очень классно. Вот. Ага, дальше. Дальше аромат. Это аромат My Darling номер 2. Это, по-моему, то ли Сиель, то ли что-то такое. Это мне присылала Оксана. Напомню, что ссылка на канал Оксаны в конечной заставке. Очень приятный аромат. Оксана мне дарила из этой серии My Darling разные пробнички. Вот, а еще у нее была такая полная версия. Ну, и она мне прислала, говорит, если аромат не зайдет, то использую как там аромат для дома. Ну, вообще аромат мне зашел, но я его именно для дома все-таки предпочла использовать. Хватило надолго. Вот. Так что спасибо огромное, использовала с удовольствием. Так, следующее. Ну, как всегда, мешки для мусора. В этот раз хватило 30 миллилитров, потому что с Андреем была, ну, а вы знаете, чаще всего с мужчинами как ходить, давай быстрее, быстрее.
30 литров мне, в принципе, многовато, но качество очень хорошее, стоит дешево. Выбрасываю вот такой вот лак. Вообще я люблю такие малышки, но он у меня, во-первых, лежит давно, во-вторых, там прям с трудом набирается на кисточку. Это Селена, мисс Селен. Вот. По качеству нормальные такие лаки были. Это мне Тамара дарила. Привет и огромное спасибо. Вот. Ну, в общем, сейчас я решила расстаться уже с данным лаком, потому что уже это рискованно им пользоваться в том плане, что нанесешь на какой-нибудь ноготь, потом поймешь, что уже ничего там не осталось, ну и, короче, лишняя возня. То же самое с лаком от Ифраше, там его совсем немножко, я не уверена, что хватит, и потом все это смывать, выкручиваться мне не очень хочется. Дальше, ну, как раз-таки к этой вот краске у меня от Faberlic Expert бальзамчик, ну, вообще все их хвалят. Волосы действительно как бы хорошо выглядят. Я не знаю по поводу защиты вымывания от цвета, но вот то, что жирнятся они после, мне это не нравится. И мне приходится волосы мыть раз в неделю. Меня это вообще конкретно не устраивает, потому что если я пользуюсь обычным бальзамом, я могу мыть волосы один раз в 2 недели, и никто никогда не догадается, что у меня грязные. Вот. Еще мне Тамара дарила пробник Jadot Enjoy Dior. Ну, за пробник огромное спасибо. Всегда интересно что-то потестировать. Но, вы знаете, для меня вот эти все ароматы – это дешевка, честно говоря. И не в плане цены, естественно, а в плане аромата. Ну, только для дома. Вот. Для дома, потому что мне с такими ароматами... Я не хочу, только сразу говорю, я не хочу никого обидеть, потому что мы все разные, даже у каждого из нас ну, как бы вкусы в плане ароматов меняются со временем. Вот. То есть я могу изменить свое мнение. Я вам даже скажу, что мой любимый аромат Климат, Ланком, вы знаете, какое-то где-то полгода я не рассказывала, но не могла им пользоваться, а потом снова стала пользоваться. Мы меняемся, поэтому, когда я что-то такое говорю, я говорю только про себя, и, пожалуйста, не применяйте это к себе. Вот, но я не хочу, допустим, так пахнуть, как говорится, на улице. То есть я себя чувствую очень дешево и некомфортно. Вот. Я люблю все-таки качественные альдегидные ароматы, либо вот такие масляные, которые хорошо раскрываются, ну и так далее. Еще мне Тамара вот такой пробник дарила. Это маска для лица, ну, в целом хорошая масочка. У меня еще была, по-моему, сыворотка, еще что-то. И крем был. Хороший продукт вполне. То есть в плане ароматов я не знаю, вот я, когда периодически пользуюсь там Красной Москвой, для меня это все равно вот гораздо лучше. Да, собственно, Красная Москва – это шикарный аромат. Я себя комфортно ощущаю, чем вот с таким. Дальше мне Аня, моя ученица, дарила маску для глаз, типа панда, в такой упаковке. Сейчас покажу, как это выглядит. Но я не стала делать, знаете, фотки выкладывать в Инстаграм, потому что у меня тогда... в тот день мы как раз... У нас роспись была. Сейчас, подождите. Короче, хотела вам показать маску, но она будет немножечко такая... в не очень виде. Я вообще такие штуки обычно не показываю, хотя ничего плохого не вижу в этом. Это как бы... знаете, вроде бы как и ткань, но с каким-то еще таким покрытием. Прикольная штука. Мне Аня сказала, что прям реально взгляд такой становится, ну, более свежий. И вот в день росписи я просто перед этим очень плохо спала, очень мало спала. И, ну, выглядела не лучшим образом. Могу сказать, что действительно штука сработала. И когда я сняла маску, у меня еще такой холодок был под глазами. Вот. Ну и выглядело это прикольно. А здесь еще сыворотки было довольно много. И я, конечно же,
потом еще некоторое время пользовалась. Так что в целом могу посоветовать. Классная, правда, штучка. Я как раз ее берегла, думаю, для какого-нибудь события. Я, правда, тогда не думала, для какого именно. Вот уж то, что для такого события, я точно не предполагала. Вот, да. Ну и последнее, это даже не косметическая, даже не бытовая химия. Это из Fix Price клей, набор. Там большой тюбик и маленький. Вы знаете, кстати, классная штука. Вот этот особенно в сочетании с содой хорошо работает, много чего клеит. А этот, он такой, как резиновый, что ли, как силиконистый. Им, ну вот, мне Андрей там делал на балконе такой, как уплотнитель на окна, проклеивал. Тоже очень классно. Короче, хорошие наборчики. Если что, не проходите мимо. Вот. Вполне достойный вариант. В общем, это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Инстаграм. 3 семерки, рыжие 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения во всем. И до скорой встречи. Пока-пока.